Йо-йо-йо, снова здрасте. И снова привет, Нижний Новгород. И сегодня я таксую Жорика, a.k.a. Pure Buyer, or... Ну, не знаю, короче. Привет, как дела? Привет, все супер, все замечательно, все классно. Музыка, Музыка, хорошо. Вот она наша, все, да. Ну, короче, мы едем по городу-герою Нижний Новгород в поисках гречки и туалетной бумаги. Это сейчас актуально. И поэтому тебе первый вопрос. С чего начался свой путь? Я думал, куда поедем за гречкой. Ну, значит, сначала я стал диджеем. Значит, когда я закончил школу, мы начали активно ходить в клубы. Тогда все еще было не совсем плохо. Тогда еще все было вроде как ничего, на мой взгляд. Значит, у нас есть в городе клуб, называется Премиум Центр, и там есть инди-клаб. И вот, значит, мы туда всей гильдией ходили, короче. Вот, одно время ходили, потом что-то все перестали ходить, а я понял, что мне наоборот хочется там проводить больше времени, смотреть, как диджеи играют музыку. Ну, короче, я понял, что хочу быть диджеем. Очень долгое время ходил, не знал, где научиться, думал уже куда-то там пойти, что-то там, может, кто-то научит. В итоге все крахом обернулось, я ничего не нашел, никаких вариантов, и через какое-то время у нас был клуб такой «Бессонница». И это был 2013 год. Там открывается набор диджеев. То есть там новых, типа, мы вас обучим, сделаем из вас резидентов. Короче, все сами. Типа конкурсная программа. Там что-то было человек 15. Ну, естественно, я там на волевой вот этой вот теме, что все, вот он мой шанс. Я беру за яйца. И, короче, побеждаю этот конкурс. Все, там становлюсь резидентом. И как только я стал резидентом, через месяц клуб закрывается. Что делать дальше, непонятно. Я там ездил, играл по каким-то барам, что-то каким-то кафешкам, какую-то лютую попсу, короче. А потом я попал, значит, в тот же самый Премиум Центр. Там была летняя веранда. И летом там играл, назывался «Утренник», типа что-то такое. Там автопати, короче. Значит, лето, набережная, открытый воздух. В общем, все круто. Я туда попал. Да. Познакомился, значит, с электронной музыкой. Там что-то Deep House тогда было модно. Это в 13-м году? Это в 13-м году, да. И все, я просто начал задалбливать всех. Я начал туда, я понял, что я хочу там играть. Понял, что хочу играть такую музыку. Начал постоянно туда ездить. Добился там, что я заканчивался, и последний час, вот когда там уже все расходились, я вставал играть, за бесплатно играл, целое лето отыграл. Короче, вот. И все, дальше шел. И в 2015 году я понял, что мне этого уже мало, хочется чего-то большего. И я понял, что пришло время начать пробовать писать музыку и как-то продвигаться в этом направлении. Вот. И, значит, тогда я уже познакомился с Тимуром Шафиевым, с Женей Вороновым. Ну, это проект Going Deeper. Да, ребята Going Deeper тоже нижегородские. И я прямым текстом, пацанов закидал своими вопросами, своим желанием. Очень долго пробивался там, чтобы посмотреть, как Тимур пишет музыку. Ты хотел попасть в тусовку? Я хотел даже, знаешь, я тогда не понимал слово тусовка. Именно, знаешь, для меня это не было таким этим каким-то тусовка. Для меня было понятие такое: Тимур Шафиев пишет музыку, я хочу ее научиться писать, значит, мне надо с ним заобщаться, значит, мне надо как бы понимать, задружиться, что он делает, там, как он делает и все такое. Это даже в 2014 я задумался этим вопросом, и вот я на протяжении там больше полугода я долбил его, пусти на студию, он там как-то что-то съезжал, да ой, братан, времени нет, давай там это. А я такой, я прям топил, мне надо, все. И что-то мы потом с общим другом Тимура и моим, в общем, знакомым, мы сели на студию, и вот это было, начало, прям вот первые числа 2015 года. Это вот первый раз, когда я прям вот сел с чуваком за Logic. Он мне там показывал какие-то фишки, не фишки. У меня, конечно, был до этого еще опыт. Я там пытался, именно в написании, поскольку я понимал, что Тимур вообще уже не может реально найти времени на меня. Есть у нас такой человек, Андрей Джей Сол. Это сейчас он в проекте Funk Machine, если кто-то знает. Он достаточно тоже опытный продюсер с большим багажом опыта. И, значит, я ездил к нему, а живет он за пределами Нижнего Новгорода. Я что-то поездил к нему раза 3-4. Он меня там так загрузил, там физика звука. Начал мне там рассказывать все вот эти тонкости. А я понимаю, я ему говорю: Андрей, мне надо понимать
куда жать? Что жать? Куда кликать-то? Что? А он мне физика звука. Ну, короче, это, наверное, с таких вот все началось. Я уже даже забыл про то, что я от Тимура что-то хотел. Мы просто начали общаться, просто проводить больше времени в компании, там, туда-сюда. И просто в один момент мы уже настолько скорешились, что я просто приехал к нему на студию, так скажем, он меня начал просвещать, что и как. И вот потихоньку, там, в конце 2015 года у меня первый релиз был на лейбле Snippet Recordings, это лейбл Going Deeper как раз. Дальше там уже в 2016 пошли релизы на Armada Deep. Ну, в общем, потихоньку. И вот сейчас мы уже в 2020. Такой, знаешь, ровно 5 лет с того момента, как я начал этим заниматься. И какие-то плоды, что-то получаться началось. Там, ну, в общем, 5 лет. Вот 5 лет, это, наверное, такая отправная точка была. Я понимал, что мне сейчас 25, 5 лет занимаюсь музыкой. И я понимал, что если не в этом году, ну, то, значит, будет все грустно. Вот. И вот в этом году, в начале года, вот как раз как только релиз на лейбле Тиеста, там Musical Freedom, что-то действительно прям вот пошло. То есть... Пошло, окей. Что было мне интересно до 2013 года, до того, как ты стал музыкантом? Как ты вообще в музыку попал? То есть имеется в виду профессиональную такую да, музыку? есть. Во-первых, я занимался танцами. Да, разными. Руссконародные, эстрадные. В общем, все моя молодость, вот юношество и вот прочее, вот это все, я прям занимался с... То есть ты делал так ногами, как казачки, Вообще там, увидишь, с ума сойдешь. Ну так вот, я занимался с 4 лет до 20 лет я занимался танцами. Помимо всего прочего, с 2009 года по сегодняшний день я занимался битбоксом. Это, наверное, собственно, как я и попал в музыку. И вообще, ну, изначально для меня была только хип-хоп культура, да. А вот конкретно электронная музыка и вот эта электронная сцена, вот это все понятие вообще электронной музыки, оно пришло именно вот когда я попал, так, как я уже рассказывал ранее, на вечеринку вот на открытом воздухе. То есть, когда я первый раз услышал Deep House, правильный, то есть вайб, настроение, атмосфера, и уже вот так вот. Ну, а перед этим, да, я говорю, я прям обильно занимался битбоксом, лайф-лупингом, то есть это когда зацикливают всякие битбоксовские звуки на всякие там луперы. В общем, и вот, наверное, мой приход именно в музыкальную сферу, именно занятие музыкой, именно понятие того, что я хочу что-то добиться там от музыки, это было именно вот тогда, когда я начал битбокс делать и активно двигаться в этом направлении. Вот. Но потом, когда я познакомился с электронной музыкой, я понял, что битбокс уже очень сложное такое направление, в котором можно чего-либо добиться, каких-то высот, но я понимал, что эти высоты для меня не настолько высоки, если можно так выражаться. То есть я понимал, что, занимаясь электронной музыкой, мне это, во-первых, и больше нравилось, и я понимал, что намного больше размах, к которому можно прийти со временем. И, может быть, как-то шире, да? Ну да, шире, аудитория шире, и как бы в целом поинтереснее это все, конечно, и выступление, и все такое. А можешь что-нибудь коротенькую штуку? Красава вообще. Такая вот сегодня. Руки освобожу от руля, похлопаю. Круто, да. Но станцевать мы здесь не сможем. К сожалению, да. Ты все еще это не забыл, да? Не, ни в коем случае. Я даже тебе больше скажу. Сейчас я занимаюсь, я преподаю детям битбокс. То есть, да, там у нас есть досуговый центр, вот рядом с моим домом. Я туда хожу, честно говорю, на бесплатной основе. Просто вот, знаешь, вот это вот какая-то идея, что с кем-то можно поделиться своими мыслями. Как мне кажется, это супер круто. И мне всегда, если честно, хотелось быть для кого-то, знаешь, таким мэтром, может быть. Ну, в чем-то, да, в каких-то мыслях. И мне это очень нравится. И я вот этим занимаюсь просто для души. Да ты же даже просто передаешь знания кому-то. Это конечно, уже круто. Конечно, это уже круто. Супер. Это просто как-то развивается, расползается во все стороны. И дети чему-то учатся, да? Неважно вообще чему, на самом деле, битбокс или танцы, или так. Они просто становятся, ну, как-то шире в своем мировоззрении. И да, из этих детей, может быть, потом получается новый Бьор. Новые Тиесты и новые Прокси, новые Бьоры. Слушай, ну ты пришел вот как раз к своему проекту, и я хотел спросить, а что значит Бьор? Или как это правильно вообще произносить? Произношение изначально было заложено таким образом, что хотелось, чтобы называли Бьор. Но поскольку мы русские ребята, и нам непонятно, что Бьор вообще-то правильно произносить Байер, да? Именно вот конкретные буквы. То есть, если бы это было Бьор, это было бы B-J-O-R. То есть, это на голландскую. Бьор, да, типа Бьор такое.
Но поскольку у меня Bayer, американцы, англичане говорят Bayer, кто-то говорит Björk, если говорит Björk, кто-то Bayer. Ну, то есть изначально было Björk. Сейчас уже не важно. Björk, Bayer, неважно. Суть этого названия в том, что это аббревиатура, которая расшифровывается Bring Your Own Rules. Ну, то есть переводится, если дословно, вноси свои собственные правила. На самом деле это очень долгий момент был придумать название, знаешь. И такой, типа, когда ты понимаешь, что тебе нужно придумать название, это название, если ты хочешь чего-то добиваться именно с этим названием, оно тебя будет преследовать. И оно должно быть максимально как бы тебя устраивать, никогда по максимуму не надоедать тебе, и как-то потом, чтобы тебе не стрёмно за это стало, потому что, когда я придумал это название, было масса вариантов, и эти варианты периодически прям вот граничили с бредом полнейшим. Чтобы люди не складывали частушки насчет типа этого. того, да? типа того, да. То есть Типа ура, того. в жопе дыра. Да, типа того. И я просто, знаешь, сел и такой думаю, ну что я хочу донести, что я хочу людям сказать. Просто хочу, чтобы каждый жил так, как он живет, каждый делал так, как ему нравится в определенных там, опять же, конечно же, рамках приличия. Но все же делать все по-своему, двигать что-то свое и как бы вносить собственные правила в игру. И очень масса, там, куча всяких могу примеров привести, когда там люди, знаешь, заморачиваются над одной какой-то вещью, которая, ну, вообще смысла не несет. И эта вещь просто, ну, придумано, чтобы типа какое-то правило сделать, хотя это правило не имеет реально никакого значения. И я здесь, чтобы, ну, просто доказать всем, что главное, это чтобы музыка качала, вот и все. А все остальные уже какие-то правила, не правила, нахер. Bring your own rules, вносим собственные правила, играем по своим правилам. Круто, вот этого я не знал. На самом деле у меня примерно такая же история, только, ну, у меня просто слово, не аббревиатура, как это правильно сказать. В моем случае это чисто английское техническое слово, да, компьютерное. В общем, это слово не переводится нормально ни на один язык. И оно просто вот как есть, так и есть. Все равно нашли люди, как докопаться до этого слова, и все равно говорят вместо, ну вот в России, типа Прохор. Ну, типа, ну такое стандартненькая штука. Прохор. Спросил у Прохора, как дела. Я знаю твою музыку, как бы лот, но другие люди, может быть, кто-то не слышал никогда, да? И хотел спросить, как ты ее опишешь сам? Как я вижу, моя музыка разделяется на два этапа. Первый этап – это вот музыка с 2015 года по 2018 год. Если честно, я тогда вот вообще не понимал, куда я двигаюсь. Ну, то есть у меня были какие-то там ребята, на которых я пытался равняться, да, то есть мне, да даже не то чтобы равняться, а просто вот по звучанию быть похожим, потому что мне безумно близко было звучание. И я до 2018 года просто, ну, вот, набивал руку, искал себя, искал просто что-то то, что действительно будет мне нравиться, потому что я могу сказать так, вот сейчас я слушаю треки свои до 2018 года, то есть с начала карьеры до 2018, я прям думаю, блин, некоторые прям треки думаешь, господи, ну, типа, ладно, я отношусь к этому так, в тот момент мне это нравилось, качало вроде, и люди тоже давали фидбэк, что вроде неплохо, круто, вот. Вот, и в 2018 году, даже еще в 2017 летом еще я написал 4 трека, это была целая епишка, то есть... И непонятно было, куда это было совсем не похоже на меня. Это было другое абсолютно звучание, какое-то такое новое, и уже даже, я бы сказал, может быть, какое-то как раз-таки свое. Я ездил в Амстердам в 2017 году на АДЕ, и вот как раз на АДЕ 2017 у нас есть... менеджер, значит, Going Deeper, Swanky Tunes, ну, короче, небезызвестный Кирилл Джам. Мы как-то одним вечером просто сидим, и он звонит нам и говорит, пацаны, пойдемте, встретимся с главой, типа, с главным А&Р'ом Insomniac. Мы подлетели, встретились, я ему говорю, Джо, такая ситуация, коннектов нет, треки есть, что делать? Он был подбуханный или нет? Нет, он, по-моему, был вот трезв. Ну, то есть, и я был трезв. То есть, мы были такие, у нас прям встреча была. То есть, и я ему говорю, так, меня тафлав, вот так. Он такой, ах, они какие старые негодяи. Даже молодого парня в движуху-то так и не ввели. Ну, короче, он мне дает визитную карточку. Я, знаешь, вот на тот момент для меня поездка в Амстердам уже закончилась в плане дел. То есть, я понял, что вот, визиточка, можно ехать с спокойной душой домой. Отработано. Прилетел домой, кинул чемодан, открыл ноут, открыл все треки, прям в этот же момент ему скинул. Буквально через пару дней мне приходит сообщение, что
So Sick, лютое дерьмо. И он говорит, мы забираем все 4, делаем еп. Я прям такой, вай! Ты получил какую-то некую мотивацию? Мотивацией в тот момент было то, что люди начали реагировать. Люди начали постить в Инстаграм, репостить в ВК. Там даже причем такие люди, от которых я не ожидал это. Я им показывал музыку, они говорят, вау, чувак, это круто, там, они, давай это сделаем, давай то. Там сразу прилетел запрос на ремикс на Adventure Club и Кривеллу, на Ультра. И это причем было за деньги. То есть это было не просто сделай ремикс, это было за деньги. Ну там, конечно, за деньги не сразу, но это ладно, это отдельная история. С этого момента как раз вот все пошло, люди начали шарить музыку, распространять каким-то образом, и я это почувствовал, меня это, естественно, безумно мотиватор включила во мне. Еще важный момент, то что вот, опять же, до 2018 года у меня не было четкого понятия, кто я. Ну, типа, понятно, что я музыкант, но вот я не понимал, кто я как вот именно байер. То есть я был просто парень, который писал музыку. Я и сейчас такой парень, но просто сейчас этот парень уже просто понимает, что он делает, понимает, куда он двигает, понимает, что он хочет донести. Сейчас смело заявить могу, в 2020 году я уже четко еду на студию и понимаю, что я хочу делать. То есть, если раньше это было так, что ребята, поехали, музыки сделаем, это круто. Это иногда этого даже не хватает, и я там встречаюсь с друзьями, и мы по фану делаем какой-то музон. Причем не хаос, это может быть что угодно, какой-то рэп вообще, там трэп, дабс, ну, драма, что угодно. А сейчас, это, то есть вот конкретно проект Björ, он работает, уже обретает какую-то команду людей. Я сейчас могу смело, спокойно заниматься музыкой, меня никто не трогает, и это меня безумно радует, потому что это круто. Слушай, какая атмосфера у твоей музыки вот сейчас, когда она претерпела какие-то изменения, когда ты уже понимаешь, типа, кто ты музыкально. Чтобы нельзя было стоять на месте, наверное. Потому что, знаешь, вот опять же, у меня с 2015 года по 2018, опять же, очень много экспериментов было. А сейчас я уже могу так сказать, более социальная музыка, которая может понравиться даже, то есть человеку, который не разбирается в электронной музыке, да. Короче, назовем так, более понятный для людей, для обычного социального человека, который вот живет в социуме, не разбираясь особенно в бейс-музыке или что-то еще. То есть такая музыка, которую человек услышит и, возможно, поймет, и его это качнет, и все, и там вокальчики. То есть у меня вообще с вокальчиками это отдельная тема. И еще я хотел поправить, что все это время я говорил о периоде с 2015 по 2018. Я был не прав, все по периоду по 2019, потому что как раз-таки в 2019 весь этот движ произошел, а в 2018 я как раз написал вот этот вот супер лазер еп. Но не суть, ладно, ничего страшного. И значит, летом 2019 мне приходит запрос от главного АНДРа Ультра, что нужно сделать ремикс, значит, на Adventure Club, Crankdat и Кривелла. У них был тогда сингл Next Life. И вот они собирали пак ремиксов. Все, я делаю ремикс, мы им отсылаем. Когда я анализировал то, что получилось на выходе, какой трек получился, я понял, что вот оно, нравится, работает, душевненько, хорошо. И вот с этого момента я прям почти в каждый трек теперь стал находить вокалы. И сейчас я уже на стадии подписания паблишинг договора с Musical Freedom, то есть это с лейблом Tiesto, которые мне уже присылать начинают вокалы, и мы уже с этими вокалами все работаем, проводим работу, то есть там уже достаточное количество демок с вокалами, которые там принадлежат, в общем, там всяким Universal, но не суть. И вот, наверное, вот так, с вокальными треками, вот так все и получилось, что моя музыка — это в первую очередь вокальчики, которые просто поддерживается продакшеном таким, чтобы вот позитивным, прям, да, позитивным, чтобы вот нельзя было стоять на месте, может и попрыгать, и как бы, ну, короче, вот как-то так. Твоя музыка очень прикольно будет ложиться где-нибудь в каком-нибудь бич-клабе или на пул-пати, вообще идеально, мне кажется, да. Может быть, но я не знаю. Нет, скорее, кстати, пул-пати — это, наверное, что-то по мне более такое, как раз-таки более андеграундное, более спокойное. Вот из последнего, что еще люди не слышали, есть демочки, уже ждут своего релиза, там это далеко не пул-пати, там вот можно даже сказать и фестивальная тема. Вот этот трек Feel That Way, который у меня вышел, первый релиз на Musical Freedom, этот трек играл Tiesto на Амстердам Мьюзик Фестиваль, то есть это вот прям в том самом вот Амстердам Арена, то есть в своем стадионе. Да, на этом стадионе он играл вот этот трек, хотя этот трек, как мне казалось, вообще не фестивальный трек. Может быть, это, конечно, веяние стиля, что сейчас стиль вот этот очень продвигается и очень много где используют диджеи на разных вообще абсолютно площадках. Я думаю, что моя музыка в принципе и подходит, и можно послушать, и можно потанцевать, можно и попрыгать, ну, в общем, такая универсальная. Как, по твоему мнению, должен ли быть
какой-то месседж в целом у музыки и вот относительно твоей? Я считаю, что обязательно. Могу даже так сказать, что я позиционирую это таким образом, что мне не нравится, вот, например, если брать в целом индустрию, музыкальную, клубную, неважно. Как мне кажется, есть куча примеров и куча людей, которые превращают эту индустрию в какую-то панель. Вот где, знаешь, вот дохрена вот путан, которые хотят вот, сделать что угодно ради того, чтобы вот у них было все классно, а у других похер. То чтобы их купили. Да, на данный момент у нас такой вопрос стоит, что у нас нет комьюнити в России вообще между продюсерами. То есть все друг друга хейтят, все пытаются найти выгоду для себя. И это меня безумно коробит. И мой посыл, и я считаю, посыл у музыки должен быть таким, что есть определенные вот такие слова: «Открой добро, чтобы наслаждаться миром». И в этом плане, я считаю, с музыкой так же. Как только ты начинаешь делать музыку не ради своей какой-то выгоды или чего-то еще, ты просто делаешь музыку для людей, которым эта музыка нравится. Все. И месседж должен быть такой, как мне кажется, и я бы хотел, чтобы вот люди испытывали такой же месседж и чувствовали его, когда слушают там мою музыку, что просто, нужно быть добрым человеком ко всему окружающему, что тебя окружает. Вот только тогда это все будет вот прям вот хорошо у всех. Как только люди начнут быть добрыми к окружающим, как только люди начнут друг друга поддерживать, продюсеры друг друга начнут поддерживать, только тогда что-то может получиться. Реально, вот как мне кажется. Да, это так работает, мне кажется, на всех уровнях, не только в музыкальной индустрии. Не знаю, может быть, это от нашего менталитета, зависит, что мы здесь друг друга не поддерживаем, мы тянем одеяло на себя. Но у нас здесь, конечно, давай поднимем цены на гречку, или там давай залезем тебе в карман и заберем немного процентов своего вклада. Как бы есть такое, Но я думаю, мы к этому придем, начало положено. В этих всех интервью объединяется очень много людей с разными стилями, с разным музыкальным видением, с разным вообще видением на жизнь и все остальное, И я думаю, маленькое начало положено, и мы будем стремиться к тому, чтобы объединяться и реально помогать друг другу. И тогда, как мне кажется, неважно, какую музыку ты делаешь, там добрую, злую, саундтреки или вообще неважно что, то сама атмосфера людская будет как бы позитивнее, То есть твой посыл именно как бы люди, важны больше. Да. Мне кажется, что я даже не до конца могу четко выразить свои мысли по поводу этого, потому что это такой вопрос, очень такой злободневный. Менталитет, вот ты правильно сказал, что менталитет людей, он как-то развит неправильно. То есть люди думают, что если они будут использовать всех вокруг себя для достижения своей цели, то это будет классно, что это круто. Нет, это ни хрена не круто. Круто, когда люди, которые с тобой работают, могут о тебе сказать, что ты крутой чел, и с тобой работать сплошное удовольствие. Денег может быть у всех до хрена всегда. То есть денег может быть реально, но ты всех все равно не заработаешь. Но вот много у тебя денег, а что дальше? Я наслаждаюсь не просто там музыкой и то, что там набирает моя музыка популярность. Я наслаждаюсь тем, что я делаю это от души, и то, что людям это нравится, и тем более такие даже сейчас это общение, оно уже приятно. Наконец-то что-то пытаться как-то объединить, потому что это очень важно. Кто-то должен это сделать. Так что я думаю, что все только начинается, и в людях наконец-таки когда-то уже проснется это понятие того, что есть наши отечественные ребята, которые двигаются не просто потому, что они хотят заработать все деньги мира, а просто потому, что они такие, какие они есть, они берут от жизни все, кайфуют и занимаются делом, которое нравится вам. А если оно вам нравится, нужно обязательно поддерживать и не бояться этого делать. Потому что очень зачастую я знаю, что люди просто элементарно боятся выразить свое мнение, что нам это нравится. Это неправильно. Ребята, если вы смотрите это, если вам нравится, возьмите, напишите это в комментариях, выложите у себя, поделитесь с друзьями. Я уверен, что тот человек, чье это творчество, ему будет безумно приятно, и это его будет мотивировать на какие-то новые свершения, новые победы. И победа заключается в том, что вы поддерживаете человека вы, поэтому... Что делаете добро, да? Да, делайте добро, и это даже добро, оно... Для нас это добро, для вас это просто выражение своих мыслей. Нужно уметь выражать себя, быть
теми, кто вы есть, а это очень важно, как мне кажется, потому что когда ты не сам по себе и ты не показываешь то, кто ты есть, тогда что вообще, зачем жить, если не быть собой? Ну да, согласен. Поэтому как бы тут... Слушай, вообще круто, что ты это сказал, потому что это был один из вопросов, что ты пожелаешь начинающим продюсерам и так далее. Ну, мы, как бы, видишь, как подытожили по-нормальному подо всех. Так, да. Круто, в общем. Что, будем заканчивать? Да. С вами были Прокси и Бьор. Писуха, в общем. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик. И так себе блогер покажет вам кого-нибудь еще в следующем интервью. Peace. Всем пока. Да, круто вообще. Вот ты прям по-блогерски сделал это.